Рада приветствовать вас на своем канале. Я Светлана. Мой сад находится в Киевской области, Украина. Расцвели мои первые темные розы, и именно о них я сегодня и расскажу. Среди них есть и очень необычные. Всегда выбирайте розу в свой сад, посмотрев не фотографии на сайтах питомников. Там такие шедевры, что хочется купить все и сразу. А посмотрите видео в простых садах, простых садоводов и из разных климатических зон, чтобы сравнить. Так можно увидеть все недостатки того или иного сорта и явные достоинства, и точно определиться, стоит ее сажать в своем саду или нет. Покажу, как в моей 5Б климатической зоне цветут первые темно-пурпурные и необычные сорта роз. А вы делаете свои выводы и оценки. Я уверена, что посмотрев это видео, вы точно захотите одну из них, даже знаю какую, в свой сад. Это необычная английская роза Дэвида Остина, Young Lycidas, или Люсидас ее еще называют. Необычно тем, что этот селекционер темные розы не так часто и создавал, и их все можно пересчитать по пальцам. Роза с романтическими цветами непростого оттенка, цвета темной вишни, смешанный с темно-розовым, темно-красным и даже свекольными оттенками. А оборот лепестков, наоборот, на контрасте играет всеми оттенками серебра. Когда цветы выгорают, заметны оттенки сиренево-розового. У меня посажено вместе с Августой Луизой и вообще на большой круглой клумбе. Цветет почти без перерывов, крупными соцветиями и одиночными цветами. Красивая. Сорт средненовый, так сказать, селекционирован в 2008 году. Куст довольно крупный, 1,5 на метр, но у меня тут зажали его другие красавицы. Все зависит от места посадки, как он разрастется. Если вы посадите его вообще солитером, он будет большой. Куст сильно ветвистый, округлый, немного напоминает фонтан, ветви фонтаном. Лист обычный. У меня растет 2 года. Видите, зажали его розочки по соседству. Розой довольна. Необычный аромат у нее очень. Я видела эту розу в штамбовой форме. И мне даже кажется, что в штамбовой форме он смотрится более эффектно. Красивое деревце с поникающими ветвями. На концах вот такие ароматные цветы. Чтобы не наклоняться, не нюхать их. Я сейчас как раз среди расцветающих роз ищу свою ту самую. Какую? Хочу сделать окулировку скоро. У меня наросли 2 высоких штампа шиповника. Я их 2 года наращивала. И я как раз выбираю темный красивый сорт. Хочу штамп темный. И вот раздумываю, какую же взять. Скоро еще много темных сортов подтянется, расцветут, и будут муки выбора. Young Lycidas одна из претендентов на мой первый штамп. Лепестки закручены как рюши. Красивая, ароматная. Но среди роз, которые я покажу, она не самая ароматная. Ну что, узнали ее? Эту розу невозможно ни с кем спутать. Самая необычная, наверное, пока в моем саду. Это роза Тьерри Маркс. Селекция Дельбар 2019 года. Из серии «Великие повара», именная, в честь повара. Узнаваемая издалека. Фиолетово-лиловые цветы с почти черной серединкой. Хотя, когда бутон раскрывается вначале розовый, а потом постепенно темная середина у него видна. Вообще цветок густо-густо розовый со светлыми внешними лепестками
и чернильно-темной серединой. Красивая, ароматно. Лимон, грейпфрут и оттенки розового масла слышны в аромате. Интересно, что такие ароматы цитрусовых называют ароматом цитронеллы. Есть такое эфирное масло. Слышны ноты древесные с лимоном и чуть-чуть цветочного оттенка в конце. Мне, кстати, такие ароматы очень нравятся, как дорогие духи. И роза, как дорогая. Размер цветка до 12 сантиметров. Нарастает куст очень быстро. В первый год посадки уже красиво цвел в прошлом году и был одним из первых среди роз первогодок. Есть у меня видео про такие розы. Посмотрите. Интересно, что вначале бутон, как я говорила, слегка-слегка розовый и совершенно непонятно, что это за сорт. А по мере раскрытия показывает волшебство. Листва очень красивая, глянцевая. Видите? Аж переливается листва. Вначале листики более бордовые, а потом с каймой с такой, а потом становятся зелеными. Куст компактный, не разваливается, хорошо держит свои цветы-шедевры. У меня растет с весны 2022 года. Сорт морозостойк и очень устойчив к болезням. Мой вердикт: очень понравился этот сорт. Второй куст уже посадила этой весной на клумбу с темными розами. Будем ждать. Настоящая графиня. Видно. Графиня фон Харденберг. Роза селекции Тантау. Растет у меня в полутени. Я случайно так посадила, чтобы любоваться с террасы, когда сидим, и угадала, потому что это солнце абсолютно не терпит солнца. На солнце она, конечно, обильнее цветет, но цветы совершенно не держатся. День, и их уже нету. Куст рослый, стебли прямостоячие, крепкие и очень гибкие, как антенны на ветру качаются. Сам куст не плотный и даже рыхлый. Это, наверное, ее недостаток. Но у меня на заднем плане посажен Пьер де Ронсар, и он ее как бы поддерживает и создает фон. Цветы держит довольно продолжительно. Все, конечно же, зависит от температуры. Я сказала, что на солнышке ее лучше не сажать. В жарком климате цветы быстро опадают. Цветок относительно большой. У меня на этом кусту и большие, и поменьше. Вы видите? Разного размера до 12 сантиметров. Прошлым летом я ее и снимать даже, честно говоря, не успевала. Жарко было. Утром смотрю, расцвела. Думаю, после обеда обязательно видео сниму. Все, к вечеру лепестки уже поникли. Красоты никакой. Я просто случайно ее тут посадила и угадала. Учитывайте этот нюанс при посадке. Цветет и одиночными цветами, и в соцветиях. Они собраны 3-5 бутонов, не очень много. Но сам бутон, смотрите, какой. Форма у него необычная и темная. Вот когда солнце, видео, она кажется более с красным оттенком. А в полутени, когда солнышко зашло, вот фрагменты, то она такого пурпурно-фиолетового даже цвета. И по мере раскрытия бархатный цветок становится еще темнее, темнее с переливами к центру. Наружные лепестки остаются темными, бордовыми, а внутренние ярко-пурпурные. Иногда показывает пуговку в серединке, но не всегда. Аромат фруктовый, приятный. Из этих 3 роз у графини самый для меня приятный аромат. Самое больше мне нравится ее. Цветок густо махровый в старинном стиле в таком. Нравится, но если бы не рыхлый такой куст у нее был, учитывайте это.
Из темных роз в рейтинге она у меня ближе к первым. Но еще не расцвела Мунстед Вуд, Шекспир 2000, компания там подтянется. Вот такие темные розы сегодня я вам показала. Необычные, да? Ждем новых волшебниц в саду. Я угадала, что одну из этих роз уже вы выбрали себе на осенний заказ. Пишите свои отзывы по этим сортам. Будет интересно сравнить, у кого и как. У меня на сегодня все. Жду вас на канале ровно через несколько дней. Ух, и красиво же сейчас в наших садах, да?